Вижу цель, не вижу преград? Или знаете, вот у нас в Беларуси у одной службы такси был такой слоган: «Такси лось, завелось и понеслось». И я думаю, что вы уже поняли, о каком знаке зодиака в этом видео у нас пойдет речь. Это, конечно же, знак зодиака Овен. И в этом видео мы обсудим характеристику Овна и его принцип действия. Поэтому, если ваш асцендент или по-другому восходящий знак находится в Овне или какие-то другие планеты гороскопа тоже попали в знак зодиака Овен, то обязательно смотрите это видео, оно будет однозначно для вас очень полезным. А это канал Астрогайд, твой проводник в мир астрологии простым и понятным языком. А я его ведущая Александра Ващилко. Поехали! Почему мы начинаем разбор со знака зодиака Овен? Конечно же, это первый знак зодиакального круга, и именно Овен является первопроходцем и открывает нам путь в познании всего зодиакального круга. И я надеюсь, что вы посмотрели предыдущее вводное видео на канале про стихии знаков зодиака и вот про те условные группы, на которые они подразделяются. Поэтому Овен — это у нас знак зодиака, с которого абсолютно все начинается. Знак зодиака Овен относится к стихии огня, и это огонь, который начинает свою жизнь, то есть вот он как спичка, быстро зажигается, вспыхивает, но при этом также быстро он может и погаснуть. Но все равно огонь придает энергию Овну, вот эту страсть, вот эту динамичность. То есть Овен характеризуется именно активностью и стремлением к достижению цели. То есть вот он вбил себе в голову, что ему это надо, это его конкретная цель, и к этой цели он идет, сметая абсолютно все на своем пути. Потому что вижу цель, не вижу преград, и при необходимости он даже может пройтись по головам, не замечая ничего вокруг, потому что если загорелся идеей, то только на нее и горит глаз. И надо очень срочно и быстро действовать, пока, собственно, сама вот эта спичка, которая загорелась, не погасла. Овен — это про решительность и смелость, потому что этот знак обладает энергией, скажем так, пионера, который идет вперед и создает что-то новое. То есть вот родилась идея, и ее надо быстро воплощать, брать на себя смелость, брать на себя ответственность, брать на себя все возможные риски. И овны, они как бы, не боятся сталкиваться с вызовами, и они борются за свои цели, что делает их достаточно решительными в достижении успеха. И как следствие, овны достаточно амбициозны, и их амбициозный характер побуждает их усердно работать, чтобы добиваться желаемого результата. Поэтому они такие очень активные товарищи, которые не могут усидеть на одном месте, и им постоянно надо движение, то есть постоянная активность, и они не умеют сидеть без дела. И даже из ничего они сами могут себе придумать занятия. И вот что самое интересное, они напрягут еще даже других, чтобы они тоже суетились и работали, достигая овновских целей и задач. Овны часто обладают лидерскими качествами, но это потому, что они все время бегут вперед. То есть это не те лидеры, которые умеют вот остановиться, стратегически рассчитать путь достижения цели, обозначить точку А, точку Б и вот пошагово разложить, спланировать этот путь. Нет. Это энтузиасты, которые просто бегут вперед, не продумывая свои шаги наперед. То есть главное это делать, а там мы уже по ходу разберемся, получилось или не получилось, туда мы пришли или не туда мы пришли. Но даже если и выяснится, что пришли мы не туда, ничего страшного, продолжаем копать, но уже в новом направлении. То есть постоянно должно быть движение. И вот своей энергией овны, они легко вдохновляют других людей. То есть они умеют мотивировать, и они готовы рисковать, они готовы бороться за свои цели, даже если это требует каких-то чересчур смелых решений. А все почему? Потому что овны ценят креативный подход, и они наслаждаются свободой действий и мыслей, предпочитая избегать ограничения. И если вы пытаетесь ограничить овна, устанавливая какие-то рамки в работе, рамки в партнерстве или вот рамки в общении, или же наоборот навязываете какие-то обязательства, это может вызвать негативную реакцию со стороны овна.
Овен, как первый знак зодиака, считается вообще символом начала. Это новые начинания, новые инициативы. И в других видео мы с вами, конечно, познакомимся, какие есть системы прогнозирования, но если вы уже умеете работать с планетарными периодами, то, например, когда в вашем гороскопе начинается период планеты, которая находится в Овне, значит, этот период принесет вам какое-то новое начинание по той сфере, где стоит эта планета. Но надо понимать, что знаки зодиака у нас, как и планеты, имеют и положительную энергию, и отрицательную. Так вот, отрицательной стороной Овна является нетерпимость, потому что надо все делать быстро, и не всегда окружающие люди могут соответствовать этому темпу, который задан Овном. Поэтому, как следствие, появляется какая-то вот несдержанность высказываний своих эмоций, да, и овны могут легко вступать в конфликт, то есть проявлять агрессию, напролом брать свое, отстаивать собственные границы каким-то вот давлением, как эмоциональным, так и даже физическим. И когда Овен испытывает гнев, он становится склонен к необдуманным действиям и постоянно ищет виноватых. То есть вину за свои неудачи он может перекинуть на кого угодно, только не на себя. Поэтому овны склонны достаточно к импульсивным решениям и конфликтам. И они не думают, они действуют. И если их что-то не устраивает, они легко, сгоряча могут наломать вот таких дров, просто срубая и сметая все на своем пути. Поэтому Овну, конечно, надо научиться справляться со своей вот агрессией, не вступать в конфликты, даже если очень чешется, развивать терпимость и вырабатывать более взвешенный подход к принятию решений. Иначе жизнь будет нагибать таким образом, что по итогу вместо достигнутой цели все будет вокруг, скажем так, испепелено и уничтожено. Поэтому, если вы будете дружить с Овном, важно понимать, что для него есть только его мнение и неправильное. И если вы попытаетесь подвергнуть сомнению его точку зрения, то это вызовет сопротивление, так как Овен редко меняет свою позицию, если не видит прям очень убедительных доказательств и аргументов. И как следствие может быть конфликт. А почему? А потому что у каждого знака зодиака есть планета, которая за ним присматриваем, скажем так, владелец, хозяин, который управляет этой энергией. И у Овна управителем считается планета Марс. Поэтому, если ваш восходящий знак или, как мы по-другому называем, лагна, асцендент, попал в знак Овна, то вас красиво можно назвать марсиане. Но не потому, что вы с какой-то там другой планеты и не от мира сего, а потому что Овном управляет Марс. И этот Марс, он тоже добавляет свою характеристику в ваш характер и свою характеристику в особенности вашей личности. Вообще Марс считается у нас по природе богом войны в астрологии. То есть это такой воин, который не боится сражения и в полном обмундировании идет воевать. Поэтому его влияние придает Овну такую агрессивность и решительность. Воины должны, как правило, иметь силу и стойкость, поэтому эти качества, они тоже присущи Овнам. И с одной стороны, вот эта воинственность, она может проявляться, чтобы разрушать, а с другой стороны, чтобы защищать и оберегать. Но, так или иначе, Овнам важно иметь возможность выразить свою агрессию, так как они могут быть очень страстными и быстро вспыхивающими. И если вы дорожите дружескими отношениями с Овном, то важно дать ему шанс вот выпустить свой пар и выразить свои накопившиеся эмоции. То есть позвольте ему проявить свою агрессию, даже если он будет выражать недовольство или раздражение. И Овен, конечно же, оценит возможность выплеснуть свой пар, потому что для него это способ даже выражать свои чувства. То есть он сразу же выскажет вам все, что думает, и не будет стесняться в своих выражениях. Он может отправить вас даже на небо за звездочкой, бить посуду, стучать кулаками или биться головой об стену. Ну, тут, по сути, каждому свое. Однако через 15 минут он, возможно, уже забудет о случившемся и перейдет к другим мыслям, либо даже выплеснув пар, попытается найти
компромиссное решение. Ну, так открыто он не признает, что не прав, но тем не менее какой-то шаг навстречу сделает. И что еще можно сказать про овнов? Конечно, овны тесно связаны с физической активностью и спортом. И представители этого знака за счет того, что не могут сидеть просто на месте, они должны направлять свою энергию в спортивное русло, либо вот профессионально заниматься спортом или какими-то физическими активностями, либо вот просто для себя, для души ходить в спортзал, заниматься боксом или какими-то другими динамичными видами спорта, требующими проявления выносливости. И такие люди действительно даже становятся выдающимися спортсменами. Однако они, как и любые люди, конечно же, могут быть подвержены стрессу и напряжению, поэтому для них очень важно находить способы расслабления и управления вот своей вот этой агрессивной энергией. Ну, в данном случае, конечно, лучше сходить в спортзал, побить грушу, да, чем выражать эти эмоции на каких-то живых людях, особенно отношениями с которыми вы дорожите. Еще Овен может казаться выраженным эгоистом и обладать высоким самолюбием, но это потому, что в знаке Овна у нас экзальтирует Солнце. То есть для Солнца это самое сильное положение. И заходя в знак Овна, Солнце ощущает себя, как будто человек находится в пятизвездочном отеле на all-inclusive, ни в чем себе не отказывая. Ну а Солнце это ж просветить, посмотрите на меня, какой я классный. Поэтому Овну очень важно, чтобы его достижения и уникальность получали публичное признание. И как следствие, Овен ожидает от своих друзей признания, поддержку в любых начинаниях, похвалу. Ему важно, чтобы его друзья могли поддержать его абсолютно в любой момент и были готовыми к действию, так как если Овен предлагает какой-то план или решение, то пути назад нету. В целом, Овны — это не те люди, которым надо приходить, чтобы выговориться, рассказать о своих проблемах, чтобы вас вот просто послушали. Если вы придете к нему со своими проблемами, то для Овна это будет, по сути, стимулом к действию, что надо срочно искать возможные решения для улучшения вот этой ситуации, для решения этой проблемы. Овен, как правило, у нас товарищ остроумный, и он всегда готов предложить практическое решение в ответ на чьи-либо жизненные трудности. Также овны предпочитают высказываться и активно обмениваться идеями, часто выступая перед публикой и, несомненно, ценят возможность предоставлять себя и свои идеи вот именно широкой аудитории. В то же время за экспрессивной внешностью скрывается некая уязвимость. Они надевают свои марсианские доспехи не только для того, чтобы представить себя на публике, но и чтобы защитить свою внутреннюю сущность. Овны очень берегут свой внутренний мир и весьма осторожно подходят к взаимодействию с другими людьми, выбирая, с кем и как вступать в контакт. То есть овнам важно, чтобы их друзья имели с ними схожие взгляды. Особенно вот важным показателем является скорость мышления, проявляющаяся в быстром принятии решений, быстром обдумывании и скорости вот реакции на какие-то события. Овен не способен скрывать свои мысли, потому что они очень быстро выползают наружу, поэтому не всегда есть возможность, скажем так, тщательно обдумать все детали. И вот тут формируется, по сути, еще одна черта Овна. Они всегда говорят правду в лоб. Это связано с их недопустимостью лжи. То есть важно понимать, что каждый человек уникален, но для овнов принципиально важно быть честными. И эта черта может в определенной мере создавать разрыв в их взаимодействии с внешним миром, так как не каждый готов принять прямолинейность и искренность Овна. И если Овен не чувствует эту честность и искренность от окружающих в ответ, он может просто потерять интерес к общению с этими людьми. И в целом, если говорить уж так про партнерство, то, конечно, Овен будет хорошо ладить с Львом и Стрельцом, потому что это знаки стихии огня, и они как бы уже будут на одной волне, даже несмотря на то, что огонь у каждого из них немножко разный. Но Стрелец и Лев в какой-то степени могут даже направлять Овна к более правильным и рассудительным действиям.
Также в партнеры для получения баланса в отношениях Овну хорошо заводить партнерство с весами. Тут формируется такая ось 1,7, то есть весы, они напротив Овна, и если Овен у нас бесшабашно летит вперед, то весы наоборот будут его притормаживать, потому что им надо все вот взвесить, посмотреть на ситуацию с 10 тысяч разных сторон, чтобы принять решение, и в какой-то степени они либо Овну будут передавать свои знания, либо вместо Овна проводить вот такую аналитику. И весам будет полезно, когда кто-то за них очень быстро будет принимать решения. Поэтому в любом случае, если Овен закорешится с весами, это будет очень гармоничный союз, который пойдет на пользу обоим, и весам, и Овнам. Но об этом, да, мы будем говорить в другом видео. Поэтому, друзья, обязательно подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать полезную информацию. А это был канал Астрогайд и его ведущая Саша Ващилко. До новых встреч! Только вперед и только к победе! Ю-ху!